Если честно, с поляками точно не соскучишься. Иногда они меня удивляют, иногда восхищают, а иногда я думаю, ну как так вообще можно жить? Меня зовут Джейн или просто Женя. Я с мужем и 3 детьми живу в Польше уже больше 4 лет и рассказываю на своем канале про нашу жизнь в Польше, про наши будни, как мы тут адаптировались и какие у нас дальнейшие планы, и как мы собираемся здесь покупать свое собственное жилье. Сегодня я хочу поговорить про образ жизни поляков и почему их образ жизни сводит меня с ума в хорошем смысле слова. Пока вы будете смотреть это видео, пишите в комментариях, согласны ли вы с моей точкой зрения или у вас, например, другой опыт. Также не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще вдруг не подписались. В Польше всегда найдется собеседник. Здесь люди разговаривают, и где бы вы ни были, на кассе, в очереди в поликлинике, да, там в магазине, на остановке на улице, всегда найдется с кем поговорить. Поляки, в принципе, любят разговаривать. Например, рассказываю прям свой случай, который недавно случился. Я заехала на заправку, чтобы заправить машину. Заехала, заправила машину, захожу, чтобы рассчитаться, подхожу к кассе, достаю телефон, показываю приложение, аппликацию, да, чтобы пробить скидку. Кассир на кассе могла просто пробить скидку, рассчитаться со мной и уйти. Но она пробила и начала мне рассказывать, почему важно не забывать показывать это приложение, потому что накапливаются бонусы, за которые я потом могу бесплатно взять кофе себе или своему ребенку. Так как я многодетная мама, у нее там высвечивается, что у нас дуже роджина. В общем, да, любят они поговорить. И это, с одной стороны, удивляет и очень приятно. И это, в принципе, очень часто происходит. Здесь полякам реально интересно поговорить с тобой. Например, сидишь в очереди в поликлинике, и рядом с тобой еще, например, сидит поляк также в очереди, он может просто задать тебе вопрос, если услышит, что ты говоришь, например, на другом языке, не на польском, а откуда вы, а как давно вы в Польше. Ну, то есть это вообще спокойно и практически происходит всегда. Поэтому легко можно заметить, что полякам очень интересны люди. Особенно я заметила люди из других стран. Даже не будем далеко ходить, как говорится, пример мой канал. Я снимаю видео на русском языке, и меня смотрит 50% поляков и пишут комментарии всегда под видео. Им интересно смотреть мой канал. Это уже о чем-то говорит. Им интересно, как живут другие, как живут мигранты, да, как они здесь адаптировались в их среду. И это говорит, по моему мнению, о том, что поляки очень открытые люди. Вот прям открытые, готовы общаться, готовы даже помочь. Когда люди узнают, что меня смотрят поляки и комментируют мои видео, причем смотрит очень много поляков, удивляются, всегда удивляются. Типа, ты же говоришь на русском, почему они смотрят тебя? Они же ничего не понимают. Хотя многие понимают, многие включают субтитры. Я на своем YouTube-канале всегда под каждым видео включаю субтитры на польском языке, чтобы кому интересно смотреть меня, но не совсем понимает, мог включить субтитры и читать на своем языке, чтобы было более понятно. Это я вам рассказываю и вышла немножко прогуляться. У нас такая погода солнечная, хоть и холодно, и ветрено, но прямо ощущение, как будто вот-вот-вот придет весна. Польша прям очень красиво, когда наступает весна, когда солнечно, и настроение сразу поднимается. И работоспособность тоже повышается. По поводу работоспособности, кстати, есть миф, что поляки не любят работать. Но я, например, с этим вообще не согласна. Сейчас расскажу, почему, и приведу, да, примеры из личного опыта. Например, эта зима в Польше была достаточно снежная. Вот видите, от снега уже практически ничего не осталось, уже все растаяло. Давно такого не было в Польше, особенно во Вроцлаве. Снег вообще был, прям сугробы, ну, не знаю, сантиметров 20, наверное, было. И что я сразу заметила,
что, например, снег идет всю ночь, и в 6 утра уже все дороги почищены. В 6 утра, то есть работники, люди просыпались, да, рано, ночью ездили чистить дороги, и это о чем-то говорит. Ты выходишь в 6 утра, например, на работу, и уже все убрано. Ты не переживаешь о том, как ты доберешься до работы, как ты доедешь, если, например, завалены дороги снегом. Нет, здесь все будет чисто всегда. Проезжают машины, которые чистят дороги, причем очень часто я прям наблюдала за этим. И люди чистят пешеходные дорожки, каждый может чистить территорию перед своим домом, если это, например, да, там частный дом или там, не знаю, Близняк или Широговец. Ну, то есть все сразу приступают к работе, никто не сидит и не ждет. К примеру еще, вот у Миланы уроки в школе начинаются не в 8, как обычно у многих детей, а в 7:10. 3 раза в неделю в 7:10. Это говорит о том, что уже очень рано открывается школа. Школа работает с 6 утра. Садик тоже принимает деток с 6:30 утра. То есть явно работники приходят на работу тоже к 6. Уже с 6 утра люди на работе. Я не знаю, я не помню, чтобы в наших странах СНГ, например, школы работали с 6 утра. Так рано открываются садики, школы, я думаю, потому что родители у детей, да, работают, многие прям с 6 утра смена открывается. Я даже смотрела специально вакансии заводы, например. На заводах тоже есть смены, и вот смены есть и ночные, и вечерние, и утренние. Утренняя смена начинается как раз-таки с 6 утра. С 6 до 2 работаешь, и дальше ты свободен. Целый день у тебя свободный, очень удобно. Магазины продуктовые, такие как Бедронка, например, Жабка, тоже работают с 6 утра. Не в каждой стране такое есть, да, такое ощущение, как будто 6 утра и вся Польша просыпается, вот реально выйдя в 6 утра на улицу, и такое ощущение, как будто не 6 утра, а 12 дня. Уже много машин на дороге ездят, все куда-то спешат, то есть весь город уже не спит. Поэтому не думаю, что можно сказать, что поляки ленивые. Они просто любят начать работать рано и закончить тоже рано, и иметь свободное время для того, чтобы провести его с семьей, с родными, просто отдохнуть или пойти погулять. Еще знаете, что бросается в глаза? Что поляки очень гордятся своей страной и своим языком. Вот прям очень. Э, Особенно если какой-то мигрант, да, иностранец говорит, пусть и коряво, например, как я, на польском языке, поляки прям подбадривают, поддерживают, хвалят и очень рады, когда другие стараются говорить на их языке. Я вот, например, очень хотела бы свободно говорить на польском. Это прям моя мечта. Я надеюсь, я когда-то к ней, конечно, приду. Но я понимаю, чтобы мне свободно говорить на польском, мне курсов польского языка мало, которыми я занимаюсь 2 раза в неделю. Мне нужна практика, мне нужно общение с поляками, мне нужно интегрироваться в их общество. А я, к сожалению, сейчас не могу этого сделать, потому что я не работаю, так сказать, среди поляков. То есть меня не окружают поляки, я не общаюсь с ними. И это печально. Я бы хотела. Знаете, я даже задумываюсь о том, может мне выйти в найм, хотя я в найме не работала уже больше 12 лет. Я на фрилансе. И думаю, может мне выйти в найм, устроиться на работу, неважно даже какую, просто чтобы меня окружали поляки, и я могла общаться и практиковать свой язык. Только так, наверное, я смогу максимально быстро выучить польский. Задумываюсь, что скажете, хорошая идея или не стоит даже пробовать? Вот напишите в комментариях. Знаете, страх немножко такой, вроде и хочется, а с другой стороны немножко страшно, потому что
а вдруг не получится, а вдруг я не смогу, моего польского, который вот сейчас мой уровень, не хватит для того, чтобы работать прямо. Я не знаю, вот напишите свое мнение. И, кстати, можете еще посоветовать в комментариях, если мне выходить, например, на работу, чтобы потренировать язык, какую работу вы бы мне посоветовали? Я, например, рассматриваю, да, например, цукерня, какая-то кафе какое-то, чтобы делать кофе, типа бариста. Или, например, в магазин одежды, например, да, на кассу. Ну, к примеру. Но я бы не хотела там Бедронка, Лидл, Жабка на кассу именно продуктовых магазинов. Я бы не хотела. Я уже работала в продуктовом магазине на кассе. Не хочу. Да и много наших, да, там украинцев, русскоговорящих. А я хотела бы, чтобы была более такая польская среда. Поэтому вот посоветуйте, может, у вас какие-то идеи есть, куда можно устроиться без опыта работы, так как мой диплом, скорее всего, здесь не прокатывает. Кто знает, может, кто-то из вас живет во Вроцлаве, работает здесь и предложит мне интересные какие-то варианты. Ну что за замечательная погода, просто смотрите, солнце. Солнце светит прямо в лицо, но это очень приятно. Обожаю, когда солнышко светит, реально прям настроение поднимается. Милана и Дима, кстати, в школу сейчас ездят уже самостоятельно на своих велосипедах, которые мы подарили им на этот Новый год, который был 2026. Уже полностью сами едут в школу, со школы. За 5 минут добираются, очень удобно, очень они счастливы. Вот так теперь выглядит наша прихожая. Велосипеды стоят, дети их здесь сами оставляют, поэтому наши дети теперь, как все поляки, катаются в школу на велосипеде. Здесь вообще, в принципе, в Польше очень многие дети прямо с 1 класса уже в школу добираются сами на велосипедах, ну, кто-то на самокатах, да, мы тоже долго на самокате дети ездили в школу. Это говорит о самостоятельности детей. И здесь, кстати, в школу родители заходить вот так вот просто не могут. То есть, если, например, родитель сам привозит ребенка в школу, он его доводит до дверей, да, до входа в школу, и все, дальше ребенок идет сам переобуваться в раздевалку, несет свой рюкзак, то есть, ну, это действительно говорит о самостоятельности, учитывая даже, что ребенок, например, учится в 1 только классе. В садик пускают родителей, чтобы помочь ребенку переобуться, переодеться, но только вот в раздевалку. Дальше уже в саму группу, естественно, нет, ребенок идет сам, без родителя, но в сопровождении воспитателя. Такая насыщенная жизнь здесь, постоянно что-то происходит. Вот, например, сейчас на этой неделе 25 числа будет ВОСП, да, во всей Польше. Вот в каждой школе у детей проводится это, сладкий стол, какие-то выпечки приносятся, и все приходят, платят там минимальную какую-то символическую сумму денег и угощаются вкусняшками, пьют кофе, чай. С родителями можно приходить. Вот мы тоже пойдем в школу. У Адрианы на следующей неделе карнавал в школе. У Димы тоже в конце месяца, это через 1,5 недели примерно, тоже карнавал. У Миланы вместо карнавала будет дискотека для 6 классов в школе. Ну вот как-то я не помню, чтобы, например, в наших школах дискотеки устраивали, тем более в таких вот еще не совсем старших классах. Постоянно здесь что-то происходит, и, в общем, здесь не соскучишься. Поляки за активный образ жизни, любят движение, да, поэтому здесь и на велосипедах очень многие ездят, очень много велосипедных дорожек, очень многие занимаются спортом, здоровым образом жизни, активным образом жизни. Это очень-очень круто, и прививают это с детства своим детям.
К нам, кстати, в гости иногда приходят друзья Миланы, Димы, поляки, ну, их одноклассники. И они добираются к нам самостоятельно. Их родители не привозят их к нам, добираются автобусами, самостоятельно садятся на автобус, приезжают. Наши же, например, русскоговорящие, да, украинцы, с кем Милана, Дима знакомы, если приходили к нам в гости, то чаще всего их привозили родители на машине, если они живут, например, не прямо близко. Вот. А поляки приезжают на автобусах. Да, вот здесь как-то, знаете, с детства вот эта самостоятельность у них развивается. Насмотрелась я, значит, да, на поляков. И теперь Милана ходит на свои занятия по модельной школе сама. Это другой конец Вроцлава. Она добирается на автобусе. Я пробила маршрут, ей помогла. И довожу я ее на машине, значит, прямо на остановку, где автобус проезжает, который нужно. И там она садится на автобус и едет самостоятельно на свои занятия. Я ее больше не завожу на машине. Ну, во-первых, это далеко, это трата моего времени, бензина, да. Но, во-вторых, мне кажется, это большой плюс для Миланы, что она таким образом становится более самостоятельной и несет какую-то ответственность, да, что она вот сама едет, должна не пропустить остановку, сесть на нужный автобус, пробить, во сколько он должен ехать. Вот, в общем, мне это очень нравится. А она прям кайфует от этого. Счастливая прибежала домой. Говорит: мама, я сама ехала, у меня получилось, мне даже не было страшно. Ну, это круто. Почему я раньше этого не делала? Вот это вопрос. Куда я чуть-чуть не захотела. Не захотела супчик кушать? Покажи куколку свою, какую ты взяла в садик сегодня. Ади каждый день берет разную игрушку с собой. Это тебе Милана когда-то дарила, да? Скоро карнавал у тебя, ты знаешь? Сегодня? Не сегодня. Сегодня был карнавал у других деток. Я смотрю, что другие детки нарядные, у другой группы. А у тебя будет через 2 дня карнавал. У нас... Мы уже заказали тебе костюм. Красный майка ходит, патишка. В платьишках, например, да? Да, но мы тебе уже заказали платье. Скоро должно прийти. Завтра придет домой, к нам померяем. А я не хочу Разувайся. платье. А ты ж сама выбрала платье. Помнишь, мы с тобой выбирали пиратка? Помнишь? Да, Ну, хочешь такое? да. Давай, разувайся. Все, идем мы к машине. Тебе нравится, Ади? Скажи, пожалуйста, в садик ходить. Скажи, не слышу. Нравится? Да. Ты уже там не плачешь? Нет. По видео можно подумать, да, поляки такие работящие, много работают, наверное, вообще прям не отдыхают. На самом деле нет, поляки любят отдыхать и ценят отдых, поэтому они работают с самого утра, с 6-7 утра до, например, 2-3, там, 4 дня, и дальше посвящают свое время семье и отдыху. Ну, а воскресенье, да, это традиционно выходной, отдыхают, не работают. По воскресеньям даже не принято звонить. Ну, то есть, если тебе надо что-то узнать у поляка, позвонить, например. В воскресенье не принято звонить, потому что выходной день. И, кстати, родительские чаты, например, школьные, или вот чат даже родителей в садике у Адрианы, тоже там есть правило не писать в чат после 9 вечера. Если возникли какие-то вопросы, их уже решают на следующий день утром. После 9 вечера просьба не писать. Кто-то даже писал как-то и сделали замечание, попросили больше так не делать, даже если у человека отключен звук на телефоне, да, там, или уведомления WhatsApp, то все равно это не принято. Поэтому я и говорю, что с поляками и в жизни в Польше точно не соскучишься.
Где-то привыкаешь, где-то удивляешься, где-то учишься. В общем, скучать точно не придется. Всегда какая-то движуха, какое-то разнообразие. Очень все интересно. И мне нравится их образ жизни. А вы напишите в комментариях, как вам образ жизни поляков, устраивает ли он вас, если вы тем более живете уже в Польше и знаете, как здесь все устроено, привыкли ли вы уже к их образу жизни. А если вас не устраивает, то напишите, что конкретно вас не устраивает или к чему вы привыкнуть до сих пор не можете. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца и вообще, в принципе, смотрите мои видео. Мне очень приятно. Я буду ждать ваши комментарии, чтобы на них ответить. Еще раз вам спасибо. До новых встреч. Всем пока-пока.